Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание вещам, предметам, которые нельзя выбрасывать из дома или из квартиры, потому что вместе с такими вещами вы выкидываете и свое счастье, и свою удачу, и свое благополучие. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и больше так не поступайте со своими вещами. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также узнают эту важную и ценную информацию. Вы знаете, наши народные приметы, которые сохранились от наших предков, говорят нам о списке вещей, которые нельзя выкидывать как обычный мусор. Почему? Потому что именно эти вещи являются символами счастливой семейной жизни, являются символами здоровья и благосостояния. Что же это за вещи? Ну, во-первых, это свадебные наряды. Свадебное платье или сарафан, в котором невеста особенно венчалась в церкви, истори было принято хранить всю жизнь. В некоторых случаях праздничный наряд передавался от матери к дочери. Свадебная одежда символизирует брачные узы, их крепость и является напоминанием обещаний, которые жених и невеста давали друг другу на свадьбе. Поэтому выбросить свадебные наряды – это значит выбросить вместе с ними счастье в браке. Кроме того, если вы венчались и у вас была свадьба, то в этом случае вы видите, что в вашей жизни вы вышли замуж по любви, у вас все прекрасно в семье. Обязательно такой свадебный наряд храните как зеницу ока, потому что, возможно, ваши дорогие ваши подруги, возможно, те, кто вам близок, кто вам дорог, кому вы доверяете, могут использовать этот свадебный наряд в своих целях. Поэтому после свадьбы старайтесь этот свадебный наряд хранить подальше от любых глаз, о котором вы должны только вы знать и ваш любящий муж. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Далее детская одежда. Детские вещи, в которых заботливые мамы одевали своих малышей, нельзя выкидывать, так как они хранят энергию людей, которые их носили. И вот если такая одежда попадает в руки нехорошему человеку, то на ребенку можно легко навести порчу. Кроме того, детки, они все-таки обладают слабым биополем, и, соответственно, они легко принимают любой негатив. Поэтому наши предки достаточно бережно хранили детские распашонки, ползунки, пинетки. Поэтому постарайтесь и вы, особенно первую одежду, не раздавать кому попало. Да, бывают случаи, когда вы хотите отдать свою одежду. Тогда в таком случае обратите внимание, кому вы ее отдаете, потому что очень часто люди завистливые, люди жадные, люди видят, как у вас все хорошо в жизни, и начинается проведение всевозможных практик, всевозможных ритуалов, которые не настроены на положительный посыл. И, соответственно, это вы отдаете, а значит, вы можете, или точнее ваш ребенок может принять ту или иную негативную информацию. Поэтому, пожалуйста, с детскими вещами будьте внимательны и осторожны. Далее фотографии. Вы должны запомнить раз и навсегда, что фотографии это не просто лист бумаги, а это та вещь, на котором сохранен образ человека. И, возможно, даже не образ человека. В этот момент, когда вас фотографируют, вы передаете какие-то эмоции, вы передаете какие-то чувства, вы одеты в определенную одежду, у вас есть особое настроение, аура и так далее. И вы должны понимать, что на бумаге также сохраняется и отпечаток биополя человека. Поэтому, когда вы выбрасываете фотографии, вы можете навредить не только себе, но и тем людям, которые были запечатлены на такой фотографии.
Поэтому для того, чтобы избавиться от фотографии, и да, по любым причинам, вам эта фотография не нравится, вам, возможно, еще что-то не нравится в этих фотографиях, или на нем, например, изображены ваши враги, ваши недоброжелатели. Что нужно сделать? Для того, чтобы избавиться от таких фотографий, лучше всего, если вы их сожгете. Сжигайте лучше так, чтобы это не мешало никому, а пепел старайтесь развеять по ветру. Следующее, что нельзя выбрасывать из дома, это часы. Вы знаете, часы издавна на Руси считались мистическим предметом, который живет своей жизнью. Часы отмеряют время. Часы отмеряют в какой-то степени и какой-то промежуток чего-то, а значит и отмеряют и нашу жизнь. Поэтому наши предки были уверены, что выкидывать часы, которые достаточно долгое время находились в доме, ни в коем случае нельзя. Потому что вместе с ними вы можете выкинуть годы своей жизни, а также годы тех людей, которые жили рядом с вами. Поэтому будьте внимательны и осторожны касательно часов. Следующее – это кошелек. А кошелек, в котором хранились деньги, выкидывать, запомните раз и навсегда, категорически нельзя. Потому что вместе с таким кошельком вы не только избавляетесь от кошелька как от такового, но вы избавляетесь еще и от достатка, избавляетесь от финансовой удачи. Поэтому, как правило, кошельки в старые добрые времена полагалось закапывать под деревом, для того, чтобы дерево росло, а вместе с ним и уровень материального благополучия владельца. Конечно, идеальным вариантом, чтобы никто не мог воспользоваться вашим кошельком, всякое бывает в жизни, лучше всего, если вы будете сжигать такой кошелек. Но перед тем, как его сжигать, обязательно поблагодарите кошелек за службу, за ту работу, а также, что с помощью такого кошелька вы смогли привлечь определенную сумму денег. Потому что кошелек, в первую вещь, это не просто вещь, где вы храните деньги, а это магнит, где происходит определенный обмен деньгами, потому что вне зависимости от того, каждый день вы открываете кошелек, вы кладете туда деньги, вы берете туда деньги за оплату в том же общественном транспорте, за коммунальные услуги, продукты питания. И в вашем кошельке постоянно происходит определенный обмен энергией. Поэтому будьте внимательны, особенно с кошельком, и также смотрите, чтобы ваш кошелек никогда не попадал в чужие руки. Вот, друзья, сегодня в этом видео мы назвали некоторые вещи, которые нельзя выбрасывать из дома, для того, чтобы вместе с ними не выкинуть свое счастье и свою удачу.